Скажите, пожалуйста, причину моего кожного зуда. С декабря прошлого года такая проблема. Иногда так расчесываю кожу, что на следующий день синяки образуются. Первое. Зуд — это всегда заболевание нескольких факторов. Первый фактор — это заболевание печени. Второй фактор — это заболевание надпочечников или гормональный сбой. И третий — это пылевой клещ. Начнем с пылевого клеща. Очень часто, практически у всех людей, которые проживают в домах, которым больше 70 лет, появляется зуд, который невозможно контролировать. Данный зуд обычно активируется, и он активируется зимой или в зимнее время, так как в летнее время активность клеща уменьшается. А в зимнее время активность клеща увеличивается. Клещ сам по себе находится обычно в паутине. Эта паутина, она незаметно находится между батареей и стеной, находится под обоей, может находиться между ковром там и плинтусом, между плинтусом и полом, между там паркетом или еще где-то, или еще где-то. Когда становится тепло, то помещение обычно не проветривается. В этом случае пылевой клещ, он начинает размножаться. И более всего пылевой клещ любит размножаться на коже человека. При этом он питается эпидермисом, для него это время хорошее, и обычно его активность увеличивается в зимнее время. И очень часто именно пылевой клещ создает вот такие неблагоприятные состояния у людей, проживающих вот в таких квартирах, которым там по 50, по 70 лет, четырехэтажки, двухэтажки, общежития и так далее. Как бороться с пылевым клещом? Самый простой способ — это переехать. Второй вариант, который обычно менее подходит или более подходит, это все-таки прием обычно антигистаминных препаратов не помогает. Есть инсектициды и есть специальные компании, которые могут провести вот такую санацию помещения от конкретно пыльевого клеща. Многократно в своей жизни, прямо 100 раз уже давал такой совет и говорил: у вас скорее всего пылевой клещ, начните с него. И люди говорят: нет, Андрей Андреевич, мы моем полы, у нас все чисто, у нас все чисто. И в дальнейшем, вот у меня такая женщина была в городе Киеве, я попросил, чтобы вызвали все-таки такую компанию, которая провела санацию от пылевого клеща, и они провели исследования и многократно выявили пылевого клеща. Его найти на коже у человека невозможно, но он мощнейший аллерген, создает мощнейший аллерген, у человека появляется и кашель, и появляется зуд, при этом расчесывает человек там максимально сильно, аж до синего цвета. Это очень часто является пылевым клещом. Второй вариант — это заболевание печени. Заболевание печени и заболевание нейродермит. То есть, если человек нервничает, он может расчесывать себя. В случае, если это происходит, я рекомендую использовать препарат галит, обмывание в соленой воде, то есть берете 1 стакан соли, разводите стакан соли и полстакана соды в ванной и при этом принимаете теплые процедуры. То есть вошли в эту ванну, посидели, вышли и сверху обтерлись полотенцем. Можно добавлять небольшое количество йода, потому что в случае, если есть микозы какие-либо, которые вызывают зуд, то есть грибковые инфекции кожи, то это может тоже помочь, потому что йод создает сопротивление, уничтожает такие микозы. Ну и лечение печени препаратом метантал, лечение вот такого нейрозуда препаратом нон-экзантемин, который можно приобрести в моей компании duiko.com, тибетская формула. И лечение надпочечников препаратом мускус жидкий. Кстати, сегодня вот